Всем здоров, и это моды на Need for Speed Most Wanted 2012. Погнали! Моды на машины были, моды на винилы были, бета-моды были, DLC разблокировали, даже читы общедоступные были. Казалось бы, а что еще? Но вот еще я вам покажу моды для улучшения этой NFS. По типу улучшения графики, улучшения машины и различные улучшения как геймплея, так и другого. Скорее всего, вы какие-то уже видели из этого, но вряд ли все. А некоторые вещи уж точно не видели, это я вас уверяю. Короче, я выпущу 3 видоса по улучшению Most Wanted, чтобы это было 3 небольших быстреньких ролика вместо одного длинного. Первый будет этот. Улучшение графики, затем будет улучшение геймплея разных вещей, ну и тоже весьма сочный, самый, скорее всего, большой, это различные улучшения транспорта. Будет некий такой марафон этих видосов, не подряд, а через один, может быть, ну, в общем, посмотрим. Так что советую ставить колокольчик, чтобы не пропускать такую лакомку. И важно, делайте бэкапы файлов, которые заменяйте. Просто если ссылку на оригинальную папку Vehicles, то есть с машинами, я оставил, то на другие нет. Поэтому делайте бэкапы. Если вдруг не сделали, то можете написать мне куда-то в личку или на моем дискорд-серваке, тогда я скину вам нужные файлы. Ну и хорошего ля, и погнали. В архиве графика будет находиться 5 папок. Первая — это HD эффекты, одно из самых популярных и то, что вы ну прям должны поставить, даже для вообще тостеров подойдет. Потому что там через текстовые файлы вы можете все мелочи редактировать до той поры, пока у вас не будет нормальный FPS, но об этом подробнее чуть дальше. Установка везде, считай, будет идентичная, то бишь просто что-то закинуть в какую-то папку, без всяких программ и так далее. И поэтому я снизу в большинстве случаев буду писать просто путь, куда что кидать. А если что-то не ясно, то в каждой папке есть текстовый файл, где все описано поподробнее. Ну или комменты в вашем распоряжении. Либо личка. Но лучше коммент, а не продвигать видос. Такс, вам нужно будет просто открыть папку под названием сам мод. Про папку дополнительную скажу чуть позже. И скопировать оттуда файл и папку скрипт в корневую папку игры по такому пути. И все. А сейчас по-быстрому выведу, что добавляет, улучшает этот графический мод. Let's go. Вот, в общем, сейчас пойдут кадры до и после, но при вашем использовании различия могут быть видимы, потому что, ну, у меня качество видосов, скажем, не ахти, поэтому не так может быть заметно. Ну и как я ранее говорил, что вы должны это поставить, ну, прям обязательно, потому что помимо самого улучшения графика, который ты можешь сам настроить, тут есть очень полезные горячие клавиши, включение интерфейса, убирание грязи, говнища всякого с экрана и смена времени суток. Но помимо этого есть и дополнительные виды камер. Также еще быстренько по особенностям пройдусь. Это то, что, понятное дело, помимо подтягивания всяких отражений и теней, есть настройка на скорость перехода от дня к ночи, либо сделать ее вообще неизменным, либо очень быстро, либо очень медленно. Также есть более высокая устойчивость к авариям, только в одиночной игре. И сам Cinematic мод, который вроде бы больше всего изменяет графику и, возможно, даже использовался для создания игровых трейлеров и скринов. И еще одно важное, что делает этот мод, он добавляет кусты, деревья и траву, который без этого мода отразится только при изменении разрешения. Вот если интересно, сами попробуйте, в игру зайдите и поменяйте разрешение, и сразу деревьев и кустов всяких намного больше станет в округе. И этот мод фиксит как раз таки эту проблему. Ну, по основным фишкам вроде все. Теперь скажу, как настраивать это все. Вообще по стандарту там уже включено все почти, так что можете просто ставить и не париться. А сейчас для тех, кому хочется поковыряться. Вам нужно будет открыть папку скрипт, затем файл NFS Most Wanted 2012 hdeffect.ini. Потом он открылся и видите значение. И вообще лучше внимательно прочитайте, что за что отвечает. Короче, вот видите в разделе Main, просто читайте и ставьте, что вам нужно. Если оно нужно, то 1, если нет, то логично 0. Но дальше уже идут значения в скобках, которые можно писать. Просто
почитайте внимательно и все. А теперь про папку дополнительно. Короче, я ставлю 3 версии папки скрипта. Первая это для мощных компов, ну или чуть выше среднего, в котором все просто я на максимум включил. Потом второй это умеренный, то есть стандартно, что автор мода предоставляет, чего вполне и хватает. И самый минимум, то есть для слабых компов. Но в самом минимум есть 2 папки, где я просто все на минимум выкрутил и немножечко человечный этот минимум сделал. Просто чем они отличаются? В самом минимум там дальность прорисовки, ну вообще считаю ее нет, и играть ну невозможно. Но если у вас прям вообще нет FPS, то не знаю, можете. Ну и человеческий минимум. Ну в общем поставите там, посмотрите, кому что подойдет. Ну и понятное дело, что в нем все улучшения графики выключены, только останутся нужные горячие клавиши и изменение игрового процесса, что не должно влиять на вашу производительность. Вроде нужное сказал, и идем дальше. Далее идет мод на удаление всяких частиц и назойливых эффектов. А если точнее, то удаление бликов от фар автомобилей, удаление бликов от фонарных столбов, уменьшение ярких вспышек полицейских огней, уменьшение вспышки на солнце и удаление осенних листьев деревьев. Установка. Вы открываете папку с этим модом, и тут будет еще 4 папки. Вы выбираете нужную вам папку и кидаете ее содержимое в корневую папку игры. 4 папки это различные вариации этого мода. Ну, читайте. Допустим, первый заменяет все, что я выше перечислял. Второй удаляет только солнечные лучи и падающие листья. А все остальное то, получается, остается прежним. И так далее, как написано в названии папки. Это для тех, если кому-то что-то не нравится, допустим, удаление бликов на фары, а удаление листьев нравится. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли. Идем дальше. Мод на добавление деревьев в определенном месте в даунтауне. Кстати, появился этот мод в момент создания этого ролика. Прикольно, однако. Ну, короче, то, что я ранее говорил, что мод HD Effects исправляет баг с отображением полностью всех кустарников и деревьев, к этому не относится, потому что изначально в стоковой игре тут и не должно быть деревьев. Так что этот мод это уже исключительно приятное добавление модера. Установка. Просто закинуть 4 файла в папку игры Гавайи. Без текстового файла, понятное дело. И наслаждайтесь. Этот мод заменяет различные текстуры в игре на новые с более высоким разрешением, а то есть текстуры заправочной станции, текстуру дороги, различные 2D фоны и самое заметное это деревья и кустарники. Устанавливать его надо по такому пути. И все. И такая небольшая щепотка специй в эти щи это решит, который никак не искажает цвета и цветовой баланс в игре на хуй пойми что, а просто аккуратно повышает контраст в игре и гамму коррекции, так что смотрится приемлемо, ну и насыщает немного ее. Для установки его вам нужно будет скачать решейд и установить его на эту NFS. Как это сделать вы сможете и интуитивно догадаться или посмотреть в ютубе, как это правильно делать. После его установки вам потребуется просто закинуть этот файлик в корневую папку с игрой. Затем, если вы все сделали правильно, то у вас при запуске игры появится вот такой запуск решейда сверху. Нажимаете клавишу Home и откроется панель с решейдом. Туториал можете и скипнуть. Потом, после того, как прошли или скипнули туториал, переходите на вкладку Settings или Настройки. И смотрите, какая у вас тут кнопка для включения решейда. Либо поставьте ее. А затем опять переходите на вкладку Home и там вы уже должны нажать на панель сверху. Решейд пресет, чтобы выбрать тот файл пресета, который вы скопировали. Вот он, решейд пресет. Выбираете его, нажимаете Select и все, решейд поставлен. Если никаких изменений, то нажимаете ту самую кнопку активации решейда и пользуйтесь.
Ну на этом все. Все нужные ссылки в описании. Пишите комменты, лайки ставьте. И ждите вторую часть улучшения Need for Speed Most Wanted 2012. И всем удачи и пока.